Всем привет, с вами Банана Мастер. И сегодня мы делаем мини-проект «Рейтинг фильмов». Как он должен работать? Я буду в это поле ввода вводить какую-то циферку в промежутке от 1 до 10. Например, ввел 7. При клике на кнопку у меня получается 7 звезд. Если введу 1, то 1 звезда. Если же буду вписывать в это поле ввода что-то что не входит в наш диапазон, например, 78, то при клике увижу ошибку. Вот такая у нас будет задача. Первое, с чего мы начнем, это с того, какой именно цикл нам нужно сделать. Судя по моему примеру, что если я вписываю 4 и 4 звезды есть, то это будет цикл, который будет работать от 1 до того количества, которое ведет пользователь. Окей, давайте тогда сейчас подключим в наш HTML исходный JS, такой же будет и у вас. И здесь, в этой функции, сделаю цикл. Он будет работать от 1 до того, что ввел пользователь. А это у нас переменная v. Но именно вот сюда я буду получать то значение, которое пользователь ввел в поле ввода. Не забываем в самом конце цикла добавить еще i++, изменение нашей переменной. Окей, цикл есть. Следующий этап. Нам нужно сделать корзинку для вывода. Значит, я делаю переменную res, она будет равняться пустой строке, и после цикла в дивчик рейтинг я буду отдавать наш сформированный результат, то есть переменную res. Хорошо, мы уже выполнили наших 2 первичных стандартных действия. Наш следующий этап — это логика, и нам нужна звездочка. Этой звездочки у вас изначально не будет, вы можете скопировать ее из сайта с домашкой. Я эту звезду копирую и в цикле прописываю так. res равно прошлое значение плюс звезда. Только строкой, а это получается вот так. Проверяем, как это будет работать. Я вписываю 6, клик, 6 звезд. Вписываю 2, клик, 2 звезды. Отлично. Первый этап, как минимум точно, но уже работает. Теперь я буду вписывать что-то что не входит в эти диапазоны. От 1 до 10. Например, впишу 24. При клике мы увидели, что у нас появилось 24 звезды. Но это ошибка. По нашей задаче нам нужно сделать так, что если у нас цифра, которую я ввел, не входит в наши диапазоны, то выводить ошибку. Ошибка — это вот такой параграф, вот с таким текстом и классом. Вы его по факту также можете из моего сайта с домашкой скопировать. Нам нужно усовершенствовать эту логику и добавлять условия, проверку этого диапазона. Окей, я пишу if, в котором будет написано так. Если наше входное число больше равняется 1, также меньше равняется 10, то что-то делать. Мне вот тут в ифе нужно объединить между собой 2 условия. В данной конструкции мне нужно сделать так, чтобы if отрабатывал только тогда, когда это и это условие правдивы, ну то есть true. Какой тогда мне сюда оператор нужно поставить? Что если левое и правое выражение true, то тогда работай. Дам вам пару секунд подумать, а потом скажу правильный ответ. И правильный ответ. Оператор и. Да, я прям с самого начала про него и сказал. Оператор и это у нас вот такой вот оператор. Далее, что я делаю? Я беру всю эту конструкцию и переношу ее вот сюда. Теперь этот цикл будет работать только тогда, когда у меня условие трушное. Например, сейчас я веду что-то неправильное, вывода нету.
Еще раз, вывода нету. Цифру, которая подходит диапазону, вывод появился. Отлично. Все, что нам осталось, это добавить проверку на ошибку. Значит, я добавляю сюда else. Это будет работать так, что если цифра не в этом диапазоне, то отрабатывай вот это. И в этом else я буду выводить в наш рейтинг, ну, в дивчик, вот такой параграф. Я его скопировал, поставил. Проверяем. 5 звезд, 56. Ошибка. Отлично. Мы задачу сделали верно. То решение, которое я вам написал, его уже вполне достаточно для того, чтобы использовать для ответа. Но для того, чтобы немножко развивать нашу логику, я покажу чуть-чуть другой вариант ответа. Что я сделаю? Я возьму в самый низ, давайте лучше не так, я скопирую вот эту штуку, это прошлый вариант ответа, чтобы он был у вас для примера. И теперь что я делаю? Беру res, забираю его из if и переношу вот сюда, в самый низ. Вообще после всех условий. Далее. В самой логике я буду прописывать следующее. Если это else, я буду перезаписывать res. Также я переношу наш res вот так вот вверх. И в данной конструкции теперь это точно такая же логика. Написано, конечно, немножко по-другому, но эффект будет такой же. Я вписываю 4 звезды. Так, ошибка. Обратная цифра, которая входит в наш диапазон, работает. Но в этом ответе я уже добавил чуть-чуть архитектуры. Чуть-чуть, капельку прям. И она выглядит так. С самого верху мы создаем переменные, с которыми будем работать. Дальше, вот тут вот, логика подсчетов. Ну, типа, если одно делай цикл, если другое, там, выводи ошибку. И третье — это вывод на экран. Значит, я разбиваю нашу логику в данном случае на 3 этапа. Const let, далее logical и в самом низу show. Это уже ответ по хоть какой-то архитектуре, но по факту, когда вы будете решать этот проект, то вы можете как такое решение прописывать, так и вот это. В любом случае, это будет пока что для нас правильно. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда в описании под видео.